Так, ну что, продолжаем ремонт из говна и палок. Если вы случайно попали на этот ролик и вам нравится сюжет про ремонт, то, естественно, посмотрите предыдущие серии, чтобы быть в курсе дела, что я делаю здесь. Я нахожусь на втором этаже, не в каком-то сарае, а в доме. И буду здесь делать в этом помещении ванную комнату. Поэтому продолжаем, а вы посмотрите предыдущие серии. Так, в прошлой серии здесь была дверца в это помещение под крышей. Посмотрите, в 4 серии. Сейчас я быстренько это заделаю, потому что эта дверца мне здесь не нужна. Так, получается, здесь я уже сделал небольшие раскопки. Сделаю там канализацию, приведу трубы с водой. И буду уже делать, получается, стенки. Но перед этим, конечно же, надо будет делать пол, чем я сейчас и, в принципе, и займусь. Так, чтобы сэкономить ваше время экранное, то я, естественно, за кадром уже немножко здесь покопался в полу. И убрал уже, получается, здесь полотно, то, что было на стенках и потолке. Чтобы немножко выиграть, получается, место, пространство в этом месте. Поэтому сейчас сделаю уже лаги. Немножко их под уровень сделаю. И буду класть ОСБ. И также подниму уже канализацию и трубы. Так, смотрите, за кадром я уже немножко усовершенствовал лаги. Такие небольшие перемычки деревянные сделал. Из того же материала, который я разбирал, этот пол из половой доски. Также положил уже утеплитель и сделал канализацию. Здесь, получается, для туалета. Здесь пойдет раковина и душевой трап. Поэтому сейчас положу уже, получается, пароизоляцию и буду класть ОСБ. Так, но перед тем, как, получается, пароизоляцию и ОСБ положить, надо мне провести здесь трубы для воды, горячей и холодной. Поэтому сейчас быстренько их раскидаю и вот таким опрессовщиком, который я взял в аренду за 25 евро в день, вот эти все фитинги, получается, запрессую, и будет у меня замечательное водоснабжение. Поэтому let's go, сейчас быстренько все это сделаю. Но на самом деле это займет уйму времени, а не так быстренько.
Кто, конечно, придумал эту штуку, опрессовщик, тот просто гений, потому что механическими зажимами в некоторых местах, где труднодоступные такие вот, просто невозможно, мне кажется, спрессовать. А тут что, взял? М, 10 секунд и готово. Сейчас все опрессую. Конечно же, перед тем, как фитинги поставить, прохожу такой вот штучкой. Она там отрезает, получается, в паску и плюс выпрямляет после резки ножниц трубу. Поэтому сейчас быстренько все это прессую и покажу уже результат. Так, ну что, я уже запрессовал все трубы. Здесь идет для раковины, затем получается для душа, для смесителя. И здесь идет развилка вниз на первый этаж и получается на бойлер. Потом я их закреплю и для туалета. Получается, здесь я все трубы сделал. Осталось положить пароизоляция и ОСБ. Да, и только посмотрите, какой здесь срач. Просто я делаю все это в лайв режиме. Ничего не успеваю снимать. Все делаю за кадром. И вот такой вот получается у меня бардак. Придется скоро убирать. Так, ну что, сюда я также положу, получается, такую вот пароизоляцию. Другой у меня нету. В прошлой серии, кстати, я немножко перепутал. Один такой рулон стоит не 30 евро, а 15. Поэтому в прошлой серии я потратил 2 рулона. Это получается 30 евро. И вот я еще докупил третий. Сейчас я быстренько отсюда исчезну из кадра. А здесь появится уже на полу пароизоляция. И потом буду класть ОСБ. Вот так. Ой, блядь. Не представляете, как это удобно. С первого раза положил. Да-да, конечно же. 500 раз все это резал, примерял, 10 раз поднимал, 10 раз клал этот ОСБ. Бля, надеюсь, нормально. Так, ну что, первый слой, получается, нового пола я положил. Это ОСБ 15 миллиметров. Сейчас также, получается, положу еще 2 слоя по сантиметру. И будет завершающий слой, это будет напольный гипрок. Потом уже будет гидроизоляция. Поэтому сейчас быстренько закручу, положу новые слои. И буду уже приступать к стенкам, перегородкам. Поэтому let's go. Так, между слоями еще надо будет запенить. Ну как запенить, точнее
приклеить. Получается, всю канализацию, все трубы, все фитинги и все расходники, которые здесь пошли, сейчас на этот пол. Напишу внизу, сколько это все стоило. Сейчас головы не скажу. Поэтому давайте класть еще 2 слоя ОСБ. Сейчас я положил 15 миллиметров. Еще положу, получается, 2 листа по десятке. Потому что на второй этаж тяжело все это таскать. Поэтому как-то так. Так, немножко здесь лишнего шмякнул, но ничего страшного. Ну и сейчас надо будет все это прикрутить. У меня здесь целый мешок шурупов. Опять Дикий Тони мне подсунул, точнее снабдил, поэтому буду использовать. Let's go. Так, ну что, я уже пришурупил все эти 3 слоя ОСБ. Между ними я, естественно, склеил клеем монтажным. Вот так все это выглядит. Запенил уже пару щелей тоже. И уже сейчас буду класть, получается, твердый гипрок. Это будет последний слой.
Так, ну что, последний, получается, слой твердого гибрика я уже положил, приклеил его, плюс шурупами приделал к основанию. У меня получается 15 сантиметров первый слой ОСБ, потом 2 слоя по сантиметру и вот этот гибрик 12,5. Вот такой вот небольшой сэндвич получился. Надеюсь, когда плитку положу, она не потрескается. Также вчера, получается, уже мусор убрал. Тут разложил свои инструменты, чтобы были доступны. И, получается, отвез его опять на помойку уже 3-й раз. И в этот раз заплатил 54 евро. Немножко меня женщина там облапошила. Я привез всего лишь, получается, 5 мешков стройматериала, точнее мусора. И половина машины было, получается, дерево. Ну, она такая сказала, типа, все равно идет по одной цене. Я такой, ну ладно. Скинул, в итоге вот такая вот цена получилась. Спасибо этой женщине. Ладно, будем, получается, дальше продолжать. Сейчас буду ставить здесь стенки, точнее, каркас, а потом уже гибрик. Поэтому продолжаем. Также посмотрите, здесь я специально оставил вот такую небольшую выемку. Естественно, я думаю, догадаетесь почему. Чтобы, получается, сделать небольшой уровень, чтобы вода стекала в трап. Поэтому как-то так. Так, ну что, сейчас поставлю, получается, на потолок уже один лист гибрика водостойкого. Надеюсь, я это смогу один сделать. Фу. Ой, бляха-муха. Ой, блядь. Не всегда есть возможность кого-то позвать на помощь, поэтому приходится такие дела иногда самому одному делать. Фу, а так да. Так. Да и плюс я такой человек, что очень редко кого-то прошу о помощи. Но иногда приходится, поэтому это, конечно, очень большой минус. Ладно, прикручиваю и делаю уже, получается, заднюю перегородку. Если ты досмотрел до этого момента, то я тебя искренне благодарю, потому что это действительно поможет в продвижению этого канала, этого видео. Если тебе понравился такой формат, это видео, то подпишись, также поставь лайк, напиши комментарий, что тебе понравилось, что не понравилось.
Ну, стены быстро делаются. Это я пол делал как минимум 4 дня, по-моему. А тут сейчас стенки за один день сделаю, даже за полдня. Сейчас быстренько закреплю и буду уже гипрок вешать. Так, ну что, сейчас сделаю, получается, щелчком пальца и будет. Ну что, получается, каркасины стоят. Надо сделать теперь гипрок, а его надо будет принести, поэтому погнали за ним. О, привет, ты еще здесь? Блин, этот гипрок не нужен. Если ты досмотрел до этого момента, то я благодарю. Я даже не ожидал, что ты досмотришь до этого момента. Я, видимо, поставил гипрок уже и не показал тебе. Ну ладно, покажу тебе результат. Так, смотри, здесь входная зона. Тут будет дверь. Здесь будет раковина, туалет. Там будет висеть бойлер. И получается душевая зона. И теперь вспомни, откуда я вылезал и что я здесь, получается, с нуля сделал. Сейчас буду наносить гидроизоляцию. Как-то так.